Милые дамы, как пришло в голову решение поучаствовать в проекте «Первые этажи»? Знакомая нам, она когда-то у нас работала, про нас помнила и даже пользовалась услугами нашими, насколько я помню. Она нам сказала, что у нее есть знакомые, друзья, которые организовали рекламно-развлекательный проект, и в котором нам было бы интересно поучаствовать. Я прочитала, посмотрела ваш пилотный выпуск, мне очень понравилось. У меня сразу зародились какие-то мысли по поводу нашего аналогичного фильма. Поскольку мы люди творческие, нам захотелось поучаствовать. Я вообще не сомневалась. Я как только увидела, сразу поняла, что я хочу. А неужто страхов не было? Ну что-то новое. Кто эти люди приедут, что они там наделают вообще? Как они нас покажут в конце концов? Посмотрите на нас, да? Разве нам Какие страхи? может быть страшно? Что в итоге получилось? Мы ничего не теряли в любом случае. Ну, может быть, но ожидания какие-то были. Ожидания сразу прекрасные были. Слушайте, какие проекты, если нам какой-то проект нравится, плохих ожиданий у нас никогда нет. Мы просто не возьмемся за сомнительные какие-то вещи. Поэтому, да, здесь было интересно. У нас уже был опыт подобного ролика. Делали мы его сами кустарным способом. Да-да-да. Он получился тоже был очень очень клёвый. неплохой. Люди, участвующие в этом проекте, в нашем, получили колоссальное удовольствие, сплотились. Я знаю, о чем вы говорите, да. Мы получили такой контент хороший. И здесь, когда мы узнали, что это будет профессионально снято, конечно, мы были за. Ставили ли какие-то цели при этом? Ну вот мы этот ролик снимем, и что мы, значит, получим? Там какую-то рекламу, какое-то продвижение, или наоборот, там, не знаю, сплотить коллектив. Что-то, какие-то задачи внутри себя составились? Ну, несколько целей было. Первое, наверное, все-таки донести до населения, что сделки безопаснее проводить с агентами, с риэлторами, с агентствами недвижимости. Потому что зачастую люди боятся обращаться в агентство, а сами боятся проводить еще больше, да, без агента. Ну и вот тут у них начинается ломка. Куда пойти, соответственно, стоит ли связываться с агентством, нужно ли это. Ребята, вы кто? Мы хозяева квартиры. И мы в доступной форме очень хотели, чтобы получилось, наверное, тот фильм получился, в котором бы люди увидели себя. Слушай, почему ты постоянно истеришь? Вот ты вот накручиваешь, все время что-то хочешь непонятного. Все нормально будет. О том, что можно сделать самостоятельно, но не совсем хорошо. И о том, что можно сделать с агентством безопасно и комфортно. А как работает сейчас этот ролик? Вы его куда-то размещали, и если размещали, то наверняка были какие-то просмотры и были какие-то реакции. Как люди-то реагируют? Поскольку ролик снят с немалой толикой юмора Так мне месяц до родов осталось. и даже сатиры, Мы здесь жили, живем и будем жить. До свидания, сейчас полицию вызову. Иди, не знаю, в агентство. Так я хочу рожать этой игрушки дурацкой. и он так наполнен хорошей такой энергией. А он, конечно, людям, как современная молодежь говорит, зашел. Зашел. Зашел, да. Много тысяч просмотров было вот на площадках на рекламных. Когда мы его запустили к нам в чат агентский, там вообще восторгов было. А сколько эмоций Как было. они ждали, когда мы его сделаем. Они нас каждый день спрашивали. Они коллеги. Да, кто не участвовал, потому что они очень завидовали тем, кто участвовал. Здесь был кастинг, да, даже обиды, кто поучаствует. И они потом какой-то бэкстейдж они видели, и им, конечно, было очень интересно. И они каждый день нас мучили, ну когда. Сами мучились. Я слегка и Михаила мучила, да. На самом деле В это итоге, очень когда круто. получилось, это очень круто. А какое удовольствие мы сами получили от процесса, просто... Вот вы задавали вопросы как-то на интервью и спросили, откуда вы черпаете энергию. Вот оттуда тоже. Это командообразующие мероприятия, которые дают такой заряд энергии, бешеной энергии, положительной энергии. Вот я как раз хотел спросить, это очень интересно, потому что, ну, пока мы были в работе, я обращал на что-то внимание, но на все невозможно. А как повлиял съемочный процесс вообще на коллектив? Может быть, на отношения? Возможно ли это расценить как некий элемент тимбилдинга, например? Это даже лучше, чем какой-то там спортивный выезд на природу, потому что мы еще
Во-первых, это целый день. Сначала была подготовка, потом целый день съемочного процесса. Где-то мы кушали, где-то мы смеялись, где-то мы даже выпили. Мы все время смеялись. Да, и у нас случился конфуз на съемках, который тоже нас взбодрил и объединил. Нам было что вспомнить, мы передавали из уст в уста, как это все Неделю только об происходило, этом и неделю, говорили. да. Очень хотелось поделиться со всеми. Очень Не только с понравилось. коллективом, но и с очень родными и понравилось. близкими, да. А что в семьях сказали, кстати? Что родные сказали? Дети, может быть, посмотрели? Да. Посмотрели и дети, и, соответственно, если дети посмотрели их друзья, то есть ролик разошелся прям вот. А я отправила По всем- родителям и сидела 10 минут в ожидании того, что они сейчас позвонят в восторге. И в восторге или позвонят, да бог его Ну, знает. они должны были обязательно что-нибудь покритиковать, конечно. Они родители. Да, но в итоге потом сказали, вообще здорово, конечно. Но самое Да. круто, что все же это было снято без предварительной подготовки. Ну, без Это всё серьезной шло от подготовки. души, да, Да. ну, без серьезной подготовки, без заучивания ролей, то есть все шло спонтанно и от души, и это очень круто. В коллективе тоже, значит, восприняли хорошо, в семьях восприняли хорошо. Отклики хорошие. Можно ли сейчас сказать, что вот этот вид, ну, не самой обычной рекламы, которую мы вместе придумали и сделали, да, можно ли считать, что, в общем, это очень жизнеспособная модель, и она может работать и не только как развлекательный контент, но и как реклама напрямую? Конечно, люди сейчас привыкли к однотипной рекламе, и такие вещи, они интереснее и привлекательнее. Мы иногда получаем звонки от клиентов, которые говорят, мы про вас слышали, мы про вас видели, мы к вам хотим. То есть есть такие моменты. Конечно, сейчас охват аудитории не такой большой, но мы вот занялись сейчас развитием соцсетей, ну, серьезно. Мы всегда этим занимались, но поскольку. Сейчас серьезно, и я думаю, что пойдет дальше этот ролик. Мы его сможем использовать не один год. Безусловно. Безусловно, тем более, что, собственно говоря, там о вечных вещах, которые мы продумали. Станете ли и захотите ли порекомендовать нас с таким продуктом кому-то из своих дружественных коллег? Мы уже начали думать. Или конкурентам, чтобы их свалить? Вот про конкурентов я тоже уже думала и решила нет. Такой информацией не ровно хочется для самого. делиться, да. Это приятно слышать. Да. Ну, я думаю, что первое, что мы будем сотрудничать и не раз еще, и У нас это может быть будут масса разные совместных проекты. проектов. Да, это будут разные проекты. Ну и, конечно, да, мы будем вас рекомендовать однозначно. Проект интересный, жизнеспособный, хочу сказать. Мы видим, что вы подходите очень серьезно к этому, без каких-то накладок, профессионально. Поэтому довериться вам вполне возможно. Спасибо. С вами, как с профессионалами, тоже было очень приятно работать. Я желаю вам успехов. И от своего коллеги тоже могу сказать, он сейчас за кадром находится, мы будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам С тоже. удовольствием. Да. Хороший мальчик. Ты тоже ничего. А то.